Всем привет и добро пожаловать в мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, а главное полезно. Дорогие мои, вы знаете, вот у меня любимые супы, их буквально несколько. Это борщ, это солянка, какие-то холодные супы, но экзотический суп у меня один единственный мой любимый, и это рамен. И я вам сегодня предлагаю сделать очень хороший вариант быстрого такого супа и, главное, полезного. Почему он полезный будет? Потому что секрет моего рамена заключается в том, что мы вместо лапши будем с вами употреблять и делать лапшу из спагетти. И это очень полезно и вкусно. И поверьте мне, рецептов этого супа рамен, японский этот суп, да, их просто миллион. Столько же, сколько вот вариантов нашего борща, да. Каждая хозяйка его делает по-разному. То есть рамен может быть из говядины, из свинины, из курицы, из утки, из чего угодно, из сифуда. Вот, я вам предлагаю сделать наипростейший вариант такого супа. Он готовится быстро. Самое долгое, что в нем, это сделать бульон. Если у вас будет бульон со вчерашнего дня, то это все делается за 15-25 минут. Ну что, мои хорошие, начинаем готовить мой полезнейший рамен. Можем его назвать Виктория Рамен. Окей? Все, тогда идем готовить. Для нашего супа полезного, который называется рамен, нам сегодня понадобится 10 сантиметров имбиря, 100 грамм морской капусты, 2 листика, которые я порезала, водоросли нури, они у нас вот так вот выглядят, я вам уже 100 раз их показывала. Немножечко капусты, грамм 200, свежая, я просто ее порезала. Шпинат молодой, тоже буквально горсть. 1 кабачок, из которого я сделала, видите, вот такую лапшу полезную. 100 грамм морковки тертой, 1 хороший такой пучок кориандра, кинза называется по-русски, немножко зеленого лука, корешки я порезала для супа, а перышки мы добавим в сам уже бульон. 1 перчик чили, 2 яйца, соевый соус, семя кунжута и фиш-соус, рыбный соус. Вот так вот он у нас выглядит в Дании, кто не знает. Ну и, конечно же, для бульона нам нужно будет хорошее мяско на косточке. Я взяла вот такую вот, как она называется, рулька или голяшка, или галенка ее еще в некоторых странах называют. Вот, из нее мы сделаем хороший наваристый бульон. И все ингредиенты, которые я вам только что перечислила, мы их разделим для бульона и для уже самого готового супа. Ну что, начинаем готовить наш бульон. Как вы видите, я уже разделила наши ингредиенты на 2 части. Вот это все у нас пойдет прямо в нашу тарелку, которую мы потом эти все овощи зальем таким крутым кипятком нашего бульона. И получится у нас суп рамен. А эти ингредиенты мы сейчас с вами один за другим просто-напросто добавим в наш уже варящийся бульон. Вот так вот он выглядит. Я сняла накипь. Сейчас еще немножечко сниму. Будем добавлять по очереди. Сначала я кладу лучок, чили, имбирь. Все так просто, как не бывает. Теперь морскую капусту, водоросли нури в следующий раз пойдут. Вот так вот. И фиш-соус. Сразу цвет приобретет наш рамен настоящий. И соевый соус. Вот так вот. Теперь мы немножко это все перемешаем и дадим повариться нашему рамену еще минут 15. Ну вот,
что у нас с вами получилось? Как я уже разделила это все, да, и теперь наш бульон прекрасный уже готов. Посмотрите, какой он красивый, его стало гораздо меньше, потому что он уварился. Теперь давайте порежем наше мяско. Вот что у нас получится с этого. И эти порционные кусочки мы с вами будем класть в тарелку. Бум-бум-бум. Мяско хорошо разварилось. Вот так вот. Вот, пожалуй, хватит. Мы делаем сегодня 2 порции, и я вам покажу пример на одной. Так, вот на такие вот мы, посмотрите. Чуть поменьше сделаем. Вот так вот. И теперь давайте выкладывать нашу тарелку. Отложим немножко, отставим наше мяско. Тарелка должна быть большая. Для рамена всегда должна быть большая тарелка. Значит, что мы сюда кладем? Немножко капусты. Вместо капусты вы можете спокойно взять совершенно любой салат. Немножко морковки, чтобы у нас была такая красота. У меня бэби-шпинат. Вот так вот. И виновник нашего торжества — кабачковые спагетти. Это, конечно, мое ноу-хау, потому что люди, которые на стадии снижения веса, они не должны кушать никаких макарон, да, вот этих быстрых углеводов. Вот так вот. И, конечно же, мы сейчас выложим наше мяско. Так. Видите, этот рамен-суп, он хорош тем, что тарелочку скушал, и ты уже сыт так, что у тебя уже просто-напросто и обед, и ужин, и первое, второе, третье, как говорится. Немножко лучок мы бросим сюда также для вкуса. Так, и теперь мы с вами наливаем наш красивенный бульон. Бульон должен быть очень горячим. Почему? Потому что у нас с вами сырые спагетти из кабачка, и, естественно, они должны как бы завариться. Вот так вот. Перчик у нас чили плавает. Вот у нас водоросли пошли. Посмотрите, как красиво. Морская капуста. Так вот. И еще одну ложечку. Вот он какой у нас получается густой. Но это еще не все, дорогие мои. Теперь мы с вами кладем яйцо. Один секрет. Значит, яйцо должно вариться 6 минут. Вот вы поставили яйца вариться, да, и прямо возьмите секундомер и замерьте, засеките, то есть время, чтобы у вас прошло не больше 6 минут. И сразу выключайте. Именно по истечении этих 6 минут ваши яйца будут вот такие вот, не вкрутую совсем, а именно вот такой вот консистенции, как здесь. В этом вот и есть вся прелесть. Ну и, конечно же, кинза. Обожаю кинзу. Вот так вот. Все у нас красиво. И кунжутное семя. В завершении нашего банкета. Бум-бум. Еще подберем лучок. Вот такая симфония у нас с вами сегодня получилась. Ну, посмотрите. Вот такую порцию скушать, и это же уже все, день удался. Посмотрите, какая красота, а пахнет так. Вот если бы я могла вам передать через камеру этот запах, но это будет очень вкусно. И самое главное, полезно. Дорогие мои друзья, кушайте с удовольствием, готовьте, экспериментируйте, оставляйте свои комментарии. Ну, а мы побежали с мужем кушать вот эту вот прелесть. Всех вам благ, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. До новых встреч! Я вас всех люблю. С вами была любящая вас, опять же, Виктория. Пока!